Цифры огроменные просто, а. Всем привет! Даже вот в недавнем выпуске в комментариях писали, что пора бы вспомнить про рубрику Old School. Я вспомнил, да, у нас есть для вас кое-что необычное и редкое, и старинное, да. Такая машина может быть и намного новее, чем конкретно наш экземпляр. Поэтому это скорее что-то типа янгтаймера, да, наверное, правильнее сказать. Потому что у нас автомобиль 89-го года, но они вполне себе могут быть и начало 90-х. Ну, не критично. Такую машину вы точно, знаете ли, вот так вот легко на улицах не увидите. Это Mazda, да, вот представьте себе, такая вот необычная машина, внешне очень такая прикольная. Я сразу понял, что это Mazda, если честно, потому что, как я сказал в одном из своих выпусков, по-моему, в ролике про Mazda RX-8, кто у нас делает из японцев красивейшие машины? Конечно же, Mazda. Потому что они всегда необычные, всегда не такие, как все. Они никогда не боялись каких-то смелых решений, что во внешности, что в техническом плане. Поэтому именно Mazda, я сразу понял, что это Mazda. Mazda Astina. Но большинству из моих зрителей, а я посмотрел по аналитике, они в большинстве из западной части страны, на удивление, эта модель известна скорее как леворульная 323F. Ну, либо вообще, как Mazda фамилия. Да, представьте себе, это разновидность Mazda фамилия. Недавно был выпуск из Улан-Удэ про совсем древнюю Mazda фамилия, которая выглядит как Таври. И вот теперь вот такая более свежая версия, тоже со специфической вот такой внешностью. Fastback такой, пятидверный Fastback, что-то типа такого. Очень многие модели имеют вот такие фары. Это, между прочим, чуть ли не отличительный признак вот этой версии Mazda фамилия, потому что у других Mazda фамилия нету таких слепых фар. То есть такая вот именно прикольная, специфическая, можно сказать, даже немножечко подспортивная версия. Хотя, конечно, у нее конкретно, даже у такой версии машины есть комплектация GT, да, кто бы сомневался. У нас с этой машиной вообще интересная история, я вам так скажу. Владелец ее сейчас превращает вообще в очень редкую версию. Он хочет превратить ее в одну из редчайших версий Eonos. Было изготовлено примерно чуть больше 4000. То есть всего на самом деле в мире их не так много. Но поскольку этот тюнинг в первую очередь заключался именно в внешних каких-то деталях, ну, по салону там в каких-то деталях, то есть это просто более такая интересная, люксовая какая-то такая версия. Это, в принципе, реально, просто нужно найти эти все редкие запчасти, устанавливаются они практически все болт-он в соответствующие места. По этой машине есть на Drive 2 шикарнейший, просто огромнейший бортовик. Я ссылку добавлю обязательно в описании, кому интересно, можете зайти, подписаться, посмотреть. Я думаю, те, кто вообще вот этими олдскульными тачками интересуется, будет интересно. Конечно, было бы круче еще, чтобы она оказалась еще в версии GT с 1.8 двигателем BP. Но, знаете, по слухам, BP это такая штука, не такая уж прям очень надежная, мягко говоря. Поэтому то, что он у нас на 1,5-литровом двигателе, хорошо еще, что на 16-клапанном и на двухвальном, это в принципе нормально, потому что такой мотор, вот он 32 года отжил родной и еще столько же проживет, я уверен, особенно если бережно обращаться, вовремя обслуживать. Я думаю, доживет. Кстати, я еще считаю, что механическая коробка позволяет нам дополнительно бережнее с мотором обходиться. Mazda, и это всегда не самый честный JDM. Это вот JDM это когда нету вообще никаких версий леворульных. А у Mazda все-таки куда ни ткни, всегда есть какие-то такие леворульные версии. Двигатель достаточно распространенный, благополучно ставился не только в Mazda, ставился и в Ford, и ставился в Kia. В Kia Rio, вот, например, первого поколения, вы можете найти точно такой же двигатель. Активно использовался не только Mazda. Она хорошими разработками честно делилась с партнерами.
за, видимо, я думаю, не слабые деньги, потому что до сих пор в Kia и Hyundai не всегда встречаются двигатели именно конкретно их разработки, а моторы от Toyota, моторы от Mitsubishi по лицензии, там прочие дела. Хорошо, что у нас именно вот такая версия, не карбюраторная какая-нибудь, а вот правильный мотор B5, 16-клапанный, двухвальный, инжекторный, все как надо. Понятно, что версия GT с мотором 1.8 BP было бы, возможно, интереснее, да, я имею в виду, ехала бы, но хотя, с другой стороны, ну что это вот эти вот там, здесь 110 лошадей, там 130 лошадей, там у европейских версий вообще 125, ну что эти там какие-то 15, там 20 лошадей могут как-то вообще почувствоваться. Машина с механикой, вот что классно, я считаю. Они, конечно, бывали автоматные, но когда у тебя 110 лошадиных сил, а еще и достаточно оборотистый мотор. Ну, уж извините, это вам не V8. Практически всегда полторашечки подобного плана, это достаточно оборотистые двигатели. Их нужно крутить, чтобы ехать. И с механикой, естественно, это лучше. Да и вообще, если честно, в те года еще народ так вот категорически не был против механических коробок, тогда это считалось нормальным. Я вам так скажу, в Европе до сих пор считается нормальным машины с механическими коробками, даже новые. Вся Европа ездит на механике, не парится, а мы почему-то стали смотреть на ленивых, жирных американцев. 90% американцев механику тыкать вообще не умеют. Мне кажется, лучше брать пример с подтянутых, правильных европейцев в этом плане. Частенько слыхал, что про эти моторы говорят, что у них единственная проблема – это проблемы с зажиганием. Не могу себе представить, какие могут быть проблемы с зажиганием у трамблерного движка, но, порывшись в форумах, я обнаружил на удивление, что какие-то вот у людей проблемы с зажиганием. Так что критических каких-то вопросов нету у двигателя. Даже как вот мне частенько про старые моторы пишут в комментариях, а что будет, если ремень ГРМ оборвется? Загнет ли клапана? Вот оказывается, у этого двигателя не загибает, пространства там достаточно. Очень важно сказать, что двигатель с гидрокомпенсаторами. С одной стороны, это, конечно, хорошо, клапана регулировать не надо, но с другой стороны, даже для старой машины, для более чем 30-летней, да, машины, рекомендуется использовать все-таки масло, ну, не совсем отстойное. Очень жаль, что в случае с Остинами не было версии с полным приводом. Вот Toyota, кстати, вот так всегда делала. Даже простая какая-нибудь машина, но была комплектация с полным приводом. Мне кажется, было бы прикольно еще бы полноприводную ее иметь. Но они, естественно, только все переднеприводные. Даже на удивление GT-версия. Я удивился, ребят, что в нем работает кондиционер. Заправленный тем самым старым фреоном, да, работает. У 90% таких машинок уже вся эта тема выдрана, потому что уже, ну, ни хрена не заправишь. Тут еще, слава богу, все держится. Надеюсь, и тоже будет все и дальше так держаться. Вообще, мне нравятся машины со слепыми фарами. У них частенько столько пространства от мотора до носа. Это же пассивная безопасность, как частенько сейчас говорят. Между прочим, расскажу, что у машин, вот по крайней мере вот у таких со слепыми фарами, есть возможность вручную поднимать такой аварийный режим, вручную поднимать вот эти фары. То есть, если в системе нету электричества, грубо говоря, можно вот здесь вот снять колпачок и вручную крутить по часовой стрелке, и фара будет приподниматься. Можно даже сымитировать это дело, вынув предохранитель. Прикольно, да, мне кажется, когда вот так можно им моргать. Кстати, обратите внимание, фары стоят универсальные. У меня вот у таунайсиков, даже у грузовых комплектаций, они вообще точно такие же. Мне кажется, действительно, их надо как-то еще дополнительно регулировать. Многие, да и в принципе не только это касается вот этой машины, многие, кто ездит на таких вот старых японках с слепыми фарами, многие говорят, что свет светит слишком высоковато. Возможно, нужно как-то регулировать. Напишите обязательно в комментариях, у кого на этот счет есть какое мнение, потому что я такие отзывы слышал частенько. Может быть, действительно их нужно как-то регулировать, чтобы они ниже стреляли. Заменены фонари. То есть фонари уже с надписью EONOS, а не какой-нибудь там, та же Астина там или 323F, там что-нибудь такое. Уже именно EONOS. Во-вторых, у нас здесь стоит спойлер не эоносовский, но у владельца есть именно вот сам вот такой вот спойлер, только именно от правильной эоносовской комплектации. И обязательно, я почему об этом говорю, я приложу картинку, как он выглядит. Я думаю, что, может быть, среди моих зрителей есть кто-нибудь, кто продаст владельцу нашей иркутской вот этой машины боковинки.
вот эти боковинки, боковые вот эти части, потому что у него есть вот сама центральная часть спойлера, она, между прочим, самая редкая и дорогая, по сути. Кстати, я даже про нее могу сказать, что это 80-е года, но в том спойлере у него есть дополнительный здесь стопарь, и он диодный. То есть это с завода, там уже диоды стоят. Кстати, что им мешало поставить диоды, я не знаю. И, например, и фары, и фонари. Если они у них были, да, эти технологии, и они только в спойлер диоды поставили. Так вот, у него нет боковинок. И если у кого есть по этому поводу какие-то мысли, пишите обязательно в комментариях. Ссылку на его бортовик я опять же скажу, что я дам в описании. Поэтому сможете, если что, связаться. Смотрите, интересную вещь покажу. У нас бампер, видите, с выемкой под длинный номер. Но опять же, потому что существуют европейские версии. Можно подумать, что это не родной бампер от европейской версии. Но нет, ребят, обратите вот тоже внимание, здесь есть крепежи под квадратный японский номер. Просто они сделали стандартный бампер для всех стран, где продавали машины. Просто вот он стандартный. Если вы в Японии, то вот здесь пространство занято. Если вы в Европе, то вот на всю длину можно занять. Такая вот интересная штука. Давайте багажник откроем, вам покажу. Багажник с полочкой, да. Ну, фастбэк, все дела. Ой, вот этот минус багажников у машин из 80-х. Это ванна. То есть, вот вам что-то нужно класть, да. То есть ты такой вот. Потом, естественно, перестали делать вот такие багажники. Стали делать багажник с большой вот этой, с большим вот таким проемом. Чтобы не вот так прям высоко поднимать какой-то груз, класть. А чтобы было пространство. Глубокая ванна, ё-моё, вот реально глубокая. Сейчас даже не поленюсь, рулеткой замеряю. Можно подумать, что в этой стекляшке центральной есть лампочки. Нет, тут нет лампочек. Здесь лючок, скорее всего, для того, чтобы с замком разбираться. Ну и вообще, в принципе, чтобы ее там крепить, прикручивать было. Ну, позади этой стекляшки вообще есть большой лючок даже под домкрат. Ой, вот я люблю, когда к лампочкам доступ через лючки. Подсветка в багажнике присутствует, даже маленькая лампочка есть. Ну и, конечно, обязательно стоит сказать, что задние сиденья можно сложить. Причем, если мы складываем задний ряд сидений, он без каких-либо особых трансформаций складывается, просто вот книжечкой складываются спинки, образуется ровный пол. Да, то есть на самом деле машина может быть вместительной. Давайте-ка я все-таки, правда. Глубина ванны, ёкарный бабай, 40 сантиметров, ничего себе. Прикиньте, глубина, блин, 40 сантиметров ванны дают, а. 132 сантиметра глубина до передних сидений, ничего себе. Вот вам и небольшой автомобильчик. Прикольно, кстати, что она не купе, а четырехдверка все-таки. Для жизни поприятнее будет. Судя по таким широким задним стойкам, в ней пространство, когда сидишь на задних сиденьях, должно быть достаточно вполне. Калькуляторная приборка. Это сразу лайк. Сразу быстро лайк надо ставить. Блин, калькуляторные приборки. Смотрите, только она еще все-таки уже такая более современная, не такая совсем уж, как в машинах, ну, типа начала 80-х. У нее все равно калькулятор уже какой-то более такой приятный. Смотрите, у приборок, вот у этих калькуляторных, был какой момент? Они были с двумя режимами подсветки. Получается, вот у нас зеленая, а была бы еще желтая. То есть вот их можно было бы переключать. Но поскольку желтая, она вообще тусклая была, то есть вот владелец сейчас ее сделал, чтобы она тут тоже была зеленая. Эоносовский руль, да. Вообще, если вот так вот посмотреть в целом на салон, да, сейчас, рестайлинг смешан с дорестайлингом. Автомобиль конкретно вот этот, он дорестайлинговый, но владелец заморочился реально поиском вот различных мелочей, управление зеркалами, фарами. Он в дорестайлинге должен быть здесь, ну, кстати сказать, в неудобном очень месте. Он здесь уже установлен в рестайлинговом варианте, то есть вот в удобном, как положено вот здесь справа от руля. Обратите внимание, что здесь есть аварийка вот в таком виде. У 90% таких машин, которые сейчас еще остались в живых, эта кнопка в полной уже негодности, заменена на какую-нибудь современную тыкалку. Все, вот здесь она еще живая, хотя, конечно, маленечко выцветшая, тут кнопка аварийки. У леворульных версий кнопка аварийки находится посередине, потому что, вот я еще раз напомню, в нашей машине кондиционер еще есть, но в леворульных версиях кнопки кондиционера расположены в другом месте, здесь расположена аварийка.
Вообще, я еще вам скажу, здесь удивительная вещь, что кондиционер здесь не кондиционер, а климат-контроль по факту. И более того, он управляется датчиками. Вот, например, здесь есть датчик температуры. Там, ну, в общем, почти что все как у современных машин. Это надо было заморочиться, сделать, чтобы это все жило и работало. Ну, серьезно, это всегда респект. Даже подогревы сидений, вот, пожалуйста, кнопочки, вот они на месте. Конечно, от версии эоносовской эту машину отличает еще отсутствие кожаного салона, но впоследствии это, в принципе, можно сделать. На худой конец можно, конечно, заказать перетяжку, но лучше бы, конечно, найти оригинальные с боковой поддержкой, там все дела. Разумеется, самое главное, я должен вам сказать и огорчить, в первую очередь, самого себя, это отсутствие подстаканников. Вообще никак. Только вот пепельница вам. Ох уж эти пепельницы. Вот лучше бы сюда подстаканник сделали. Но, по крайней мере, есть бардачок в подлокотнике. Ручник опять же посередине. Ну что такое? Это вот что, особенность маленьких машинок, что ли? Я уж не знаю. Почему не сбоку-то? Ё-моё. Ну вот он торчит. Господи. Вообще, если сравнивать леворульные и праворульные версии, в каких-то были плюсы по салону, в каких-то были минусы. Яркий пример, когда в японской версии почему-то был минус. В японской версии сзади только поясные ремни. Ну, они там под сиденьем сейчас убраны, пофиг, не будем на них смотреть. А в леворульных версиях нормальные, приличные, человеческие такие трехточечные ремни сзади. Но, с другой стороны, электростеклоподъемники в правом руле были практически всегда, в любой абсолютно комплектации. А в левом руле, наоборот, практически в любой комплектации были только крутилки, все на веселках, все стекляшки были. Даже бывали в левом руле версии вообще даже без гидроусилителя руля. То есть, ну, не знаю, кто как рассуждает. Кому-то левый руль настолько прямо важно, чтобы вот обязательно на левом руле ездить, а не на правом, что они готовы даже с веслами мириться. Да, конечно, банка клевая. Прямо аж неожиданно клевая. Ощущения понятны, то есть это небольшой динамичный городской автомобиль. В принципе, в те года именно вот такие машины имели популярность, то есть на все случаи жизни, машина на все случаи жизни, с достаточно просторным багажником, в принципе, относительно вместительная в целом. Вот сейчас эту нишу заняли вот эти всякие Солярисы, Поло, вот эти однообразные, все вот эти уныленькие машинки. В те года каждый практически автопроизводитель хотел чем-то выделиться, причем даже в сегменте вот таких обычных городских, ну, таких машин, да, таких повседневных. Очень маленькая машина ощущается, очень маленькой, чувствительный достаточно руль. Блин, сидишь низко, хотя вроде бы дорожный просвет у него стандартный, те же обычные 15 сантиметров. Передачки, кстати, да, и правда такие длинные довольно-таки. Хотя вот звук маленько может напрягать. Вот смотри, я вот уже 70, если я останавливаюсь на пятую, он все равно держит 2000 оборотов. Да. Хотя относительно динамичная машина для 110 лошадей. Во, смотри, я без букса стартанул. Четенько. Ну, слушай, ей эти колеса вот реально, вот прям чувствуется, что не ее. Она даже вот из-за них немножко нестабильно себя ведет, вот вообще. Да, да. Все, мне кажется, что можно было про нее рассказать, мы уже рассказали. Я надеюсь на ваши комментарии, на ваши лайки за то, что мы находим такие редкие машинки. И где вы, в принципе, на каком канале вы еще про такое узнаете, посмотрите. Обычно же у нас снимают либо ширпотреб, либо марки. Ну что у нас в Сибири в основном каналы про что? Давайте подписывайтесь, все ссылки в описании проверяем. Всем пока!